Кто здесь? Всем привет, друзья! Меня зовут Тим Морозов, и сейчас я нахожусь в доме, в котором на прошлых съемках в подвале обнаружил как минимум человеческий череп. А возможно, там лежит и весь скелет. Скелет человека. Эти останки находятся прямо здесь. Зная, что он здесь, мне уже от этого не по себе. От этого черепа исходит некое электромагнитное излучение. Именно поэтому мне удалось найти это. Я не знаю, как это точно назвать. Я буду называть захоронением, захоронение под домом. И возможно, что именно это электромагнитное излучение и является той паранормальной активностью, которая находится в этом доме. Честно сказать, я не представляю, как я буду дальше тут жить, есть, спать, соответственно, из-за черепа. Но я хочу выяснить все обстоятельства, как этот череп или скелет, в общем, эти останки, как они оказались в подвале этого дома. Сегодняшней ночью я постараюсь все так же быть в режиме наблюдения, а уже собрав больше данных, я буду переходить к установлению контакта. Итак, друзья, уже вечер. Я установил камеры. Одну камеру я установил против двери, в которую прошлой ночью раздавались стуки. Дверь шатается. И одну камеру напротив окна дома, тоже в которое раздавались стуки. Это окно располагается прямо напротив дивана, на котором я сплю. Лучше бы я не находил этот череп, потому что мне теперь не уснуть. У меня всплывают такие ассоциации, будто бы, я не знаю, сплю на кладбище, что ли. Очень неприятно. Я, конечно, попытаюсь еще заснуть, но это очень тяжело.
скрежет от окна. Но там никого нету. Как и в прошлый раз. Возможно, что мне кажутся эти звуки снова. Сейчас я включу диктофон. Если они есть, то я услышу их на диктофоне. Прекратились. Шепот. Черт! Оно смеется. Честно, друзья, я боюсь находиться в этом доме по ночам. Сначала мне в первую ночь слышались голоса соседей, которых не было на самом деле. Соседи, машина мешает? Да, сейчас выйду. Теперь голос из диктофона. Я четко слышал шепот, а когда начал прикладывать диктофон к уху, раздался громкий рев. Потом я слышал нечеловеческий смех. Конечно, есть много доказательств, что я не схожу с ума. Это, естественно, все эти проявления, которые записаны на камеру, но на самом деле осознавать то, что ты слышишь, того, что нет, это очень страшно. Черт возьми. Друзья, меня сейчас просто я сойду с ума. Я включил повторную запись. На ней нет ничего. Там есть то. Я там видел сейчас. Будто два глаза засветилось. Черт возьми.
Там лежит череп. Пипец, как мне не по себе. Друзья, я сейчас попробую положить сюда радионяню. И, наверное, все-таки буду переходить к контакту. Нужно узнать, откуда он здесь взялся. На всякий случай, чтобы не было помех, я закрою крышку. Вы можете сказать, почему ваши останки находятся в подвале этого дома? Вы можете сказать, почему эти останки, ваши останки, находятся в подвале этого дома? Пока нет ответов. Сейчас я попробую то же самое сделать с диктофоном. Вы можете сказать, почему останки человека, его скелет, череп находятся в подвале этого дома? Ответов нет. Что-то там не так. Черт. Твою мать. Все валяется.
четко видел, как череп двинулся. Моя кукла. Моргают глаза. Оно здесь. Моя кукла – это особый прибор. Когда возле нее находится электростатическое электричество, у куклы начинают светиться глаза. В этот момент я понял, что оно именно сейчас здесь. Я имею в виду паранормальную активность. Черт. Я глаза моргают. Тебе нужна моя кукла? Охренеть. Сюда нужно принести диктофон. Кто ты? Кто ты? Что ты такое? Оно ответило мне. Меня зовут Тимофей. Я пришел сюда, чтобы выяснить, почему находится череп или скелет, останки человека в подвале этого дома.
Сейчас я прослушаю еще раз. Там было слово «он» и было слово «виноват». Кто виноват? В чем виноват? Миша? В чем виноват Михаил? Сам мотает. Слушайте шепот. Кто здесь? Кто здесь? На этих кадрах вы не услышите звуков, как бы вы ни прислушивались. Но в тот момент я слышал голоса, разные голоса, которые словно приближались ко мне и были со всех сторон. К сожалению, то, что они говорили, я не мог разобрать. Эти голоса начали мне казаться после шепота, услышанного по диктофону. Как в этот раз, так и в прошлый раз. И успокоились они лишь после того, как я начал молиться.
Итак, друзья, уже утро. Посреди ночи я решил уйти спать в машину. Дело в том, что меня постоянно угнетало в этом доме чувство страха, нарастающее чувство паники. Мне казалось, что должно случиться что-то плохое. И, честно, я к такому был не готов, особенно прошлой ночью тут было гораздо спокойнее, и я не ожидал, что такое тут может сейчас происходить. Но, тем не менее, я при помощи диктофона получил несколько ответов. Дома буду анализировать и думать, что я буду делать дальше.